Европейский железный век к северу от Альп характеризуется двумя ключевыми археологическими культурами – Гальштатской 800-450 годы до нашей эры и Латенской после 450 года до нашей эры и до начала римского периода около 50 года до нашей эры, которые в разной степени описываются как кельтские. Кельты впервые упоминаются в греческих источниках конца VI века до нашей эры, и это название широко используется в античных источниках для обозначения обществ, связанных с латенской культурой. Помимо этих исторических данных и их связи с гальштатской и латенской культурами, существуют также лингвистические свидетельства существования кельтских языков на значительной части Европы. Действительно, общеевропейские модели и лингвистические свидетельства культурных связей того времени сложны и охватывают обширные регионы, от Пиренейского полуострова и Британских островов по всей Центральной Европе и вплоть до Малой Азии в III веке до нашей эры. В то время как более ранние исследования предполагали возникновение этого более позднего общеевропейского явления исключительно в относительно узко определенной области к северо-западу от Альп, новые перспективы предполагают модель полицентрического возникновения на обширной территории между Атлантическим побережьем и юго-западной Германией. Один из этих основных регионов находился на территории современной Восточной Франции, Швейцарии и юго-западной Германии. Между 600 и 400 годами до нашей эры западно-гальштатская и латенская культуры. Эта территория выделяется своей археологической значимостью, о чем свидетельствуют богатые захоронения, княжеские могилы. Эти захоронения характеризуются монументальными курганами и роскошным погребальным инвентарем, таким как церемониальные повозки, элементы мебели, золотые украшения, греческие и этрусские импортированные предметы или напитки и еда. Такой богатый погребальный инвентарь обычно указывает на высокий социальный статус погребенных. На протяжении раннего Железного века воинские и сакрально-религиозные представления в этих богатых захоронениях все больше сливались воедино, объединяя мирскую и духовную власть, что, возможно, больше соответствовало сакрализации королевской власти, то есть правителей обожествляли в противовес простым вождям. После смерти их хоронили под внушительными памятниками и почитали как героических предков, а некоторым поклонялись как богам в больших церемониальных комплексах, таких как погребальные памятники возле Глауберга в Гессене, воздвигнутые в ранний период латенской культуры, около 400 года до нашей эры. Соответственно, эти монументальные так называемые княжеские захоронения представляли собой проявление династических систем власти, в которых политическое господство, по крайней мере частично, основывалось на биологически унаследованных привилегиях, что было отличительной чертой ранних сложных обществ. Хотя природа ранней кельтской политической системы и особенно важность биологического родства по сей день вызывает большие споры. Некоторые ученые интерпретируют этих умерших как поселковых старейшин, которые приобрели свой высокий социальный статус при жизни благодаря личным достижениям, а не унаследовали его. Однако наличие необычайно богатых детских захоронений, свидетельствующих о высокой социальной власти и престиже, по-видимому, противоречит этой гипотезе самостоятельно приобретенного престижа, поскольку эти молодые люди вряд ли могли достичь такого статуса за свою короткую жизнь, а вместо этого должны были унаследовать его. Аргумент в пользу унаследования статуса среди семей элит дополнительно подкрепляется повторяющимся сочетанием символов, ассоциирующихся с ритуальной властью, в погребениях сыновей и дочерей правителей, которые включают золотые украшения, драгоценные сосуды для питья и повозки. Ключевым аспектом династической системы наследования власти является биологическое родство, хотя существуют и другие формы родства, в том числе и социальные, подразумевающие наличие приемных детей, что, как известно, трудно выявить только на уровне археологических раскопок погребений. Биологическое родство может быть окончательно реконструировано только с использованием генетических данных. Таким образом, древняя ДНК является уникальным инструментом для решения этого вопроса, ответить на который до сих пор не удавалось. Но в этом научном исследовании ученые представляют полногеномные данные от представителей раннего кельтского общества Юго-Западной Германии, свидетельствующие о его генетической структуре и политической организации в VI-V веках до нашей эры.
Полученные результаты. Свидетельство существования династических традиций среди кельтской элиты. Авторы исследования на 7 участках с элитными погребениями получили полногеномные данные от 31 человека, 20 мужчин и 11 женщин, как из высокостатусных захоронений, так и из вторичных. Под вторичными в данном случае подразумеваются более поздние по времени захоронения в уже существовавших погребальных комплексах. В выборку вошли 17 человек из большого кургана Магдалененберг, земли Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, 4 человека из Хогдорфа, 3 из Графенбюля, близ Асперга, 3 человека из Людвигсбурга, Рёмерхюгеля, 2 человека из захоронений городища Хойнебург, 1 из захоронения княжеского ранга в районе Щёкинген города Дитцинген и еще 1 из ритуального места Альтебург в общине Лангененслиген, примерно в 9 километрах к северо-западу от кельтского городища Хойнебурга, гальштадтской культуры и раннего периода латенской. При этом 3 центральных захоронения Магдалененберга, Магдалененберг 017, Хогдорфа, Хогдорф 001 и Графенбюля, Графенбюль 001, были мужскими, а в центральном захоронении Дитцинген-Щёкингена была похоронена молодая девушка, Щёкинген 001, что подтверждается и остеологическими данными. Кстати, чтобы было понятнее и не было путаницы, я показываю условные обозначения людей на графике, а произношу название памятника и номер. В дополнение к полногеномным были получены изотопные данные, чтобы реконструировать закономерности индивидуальных миграций. Среди изученных людей авторы выявили несколько тесных родственных связей. Примечательно, что родство выявлено между мужчинами из самых богатых захоронений доисторической эпохи Европы, центральных могил Хогдорфа, Хогдорф 001 и Графенбюля, Графенбюль 001, для которых авторы определили родство второй степени. Оба мужчины имеют один и тот же гаплотип митохондриальной ДНК G1B1A1 с 2 частными мутациями, что предполагает родство по материнской линии. С вероятностью в 86% мужчина из Хогдорфа, Хогдорф 001, был дядей захороненного в Графенбюле, Графенбюль 001. Кстати, различные возможные, но менее вероятные сценарии родства указаны на графике. Их изотопные данные также очень похожи и согласуются с жизнью в регионе среднего течения реки Неккар, указывая на местное происхождение обоих мужчин. Эти результаты согласуются с предыдущими предположениями об их связи, основанными на датировках захоронений и археологических данных. Тесная биологическая связь между ними может также объяснить их исключительный рост. У дяди Хогдорф 001 он составлял 180-184 см, племянник же был чуть ниже. Они были самыми высокими в том числе и по сравнению с зарегистрированными представителями Железного века Южной Германии. Хотя в целом мужчины из элитных захоронений были выше мужчин из вторичных. Это подчеркивает вероятность того, что помимо лучшего питания, генетическое родство также могло способствовать этой социальной дифференциации по росту. Вторая уникальная находка – это биологическое родство третьей степени, возможно, как у прабабушки с правнуком, между женщиной Магдалененберг 009 из богато обставленной могилы Магдалененберга и мужчиной Хогдорф 003 из вторичного захоронения из Хогдорфа, на удалении в 100 км друг от друга и разницей во времени захоронения в 100 лет. По изотопным данным, мужчина вырос в районе Капфа, поселения, связанного с Магдалененбергом, хотя происхождение к северу от Хогдорфа могло быть тоже возможным. Такая тесная связь между поселениями на большом географическом расстоянии чрезвычайно редка в археологических записях из того времени. Внутри этой группы Магдалененберга авторы дополнительно выявили родственников третьей степени между женщиной Магдалененберг 009 и молодым взрослым мужчиной Магдалененберг 003. Оба имели один и тот же гаплотип митохондриальной ДНК H1C9, что указывает на то, что близкое родство, вероятно, было по материнской линии. Третья группа родственников на удалении состоит из родственников второй степени, взрослой женщины Магдалененберг 004 и взрослого мужчины Магдалененберг 016, которые были более дальними родственниками мужчины Магдалененберг 017 из центрального захоронения Магдалененберга и молодого мужчины из вторичного захоронения княжеских могил Хогдорфа,
Хохдорф 004. У этих людей отмечены значительные фрагменты ДНК, идентичные по происхождению, типичные для родственников 6-8 степени, что указывает на то, что у этих людей не так давно был общий предок. Примечательно, что погребение женщины Магдалененберг 004 и взрослого мужчины Магдалененберг 016, которые были более близкими родственниками, являются нетипичными для участка. В то время как могила женщины была довольно богато обставлена, могила мужчины была скудна на погребальный инвентарь и является единственной могилой, которая имеет нетипичную ориентацию и перекрывается с другим захоронением. Хотя как мужчина, так и женщина были захоронены в кургане в раннюю фазу и потенциально были связаны с семьей основателя. Помимо этого, женщина Магдалененберг 004 похоронена в непосредственной близости от другой неродственной ей женщины Магдалененберг 005, которая по изотопным данным была из района среднего течения реки Неккар, где расположены памятники Хохдорфская гробница, Графенбюль и Дитценген-Шокенген. Авторы отмечают, что обнаруженное биологическое родство между центральным и вторичным погребениями согласуется с интерпретациями Магдалененберга как кургана родственной группы для большой семьи. Интересно, что последняя упомянутая группа родственников демонстрирует значительно большее южноевропейское происхождение, чем другие проанализированные люди, что отражено в большем вкладе от ранних европейских земледельцев 55,6 против 48,4%. Это может указывать на неместное южноевропейское происхождение предков элиты из Магдалененберга. Сравнив геномы Магдалененберг 004, Магдалененберг 016, Магдалененберг 017 и Хохдорф 004 с 5660 ранее опубликованными древними геномами, авторы определяют их происхождение от популяции Северной Италии, в то время как другие исследованные представители гальштатской культуры происходят из районов к северу от Альп, недалеко от их мест захоронения. Примечательно, что у людей, связанных по происхождению с Северной Италией, маркером которого является увеличение доли ранних европейских земледельцев, этот вклад был больше по X-хромосоме по сравнению с аутосомами – 83,5 против 55%. А это указывает на то, что примесь ранних европейских земледельцев была получена преимущественно благодаря женщинам южноевропейского происхождения, чего не выявлено у других проанализированных людей гальштатской культуры. Увеличивая масштаб каждого участка, авторы также реконструировали несколько биологических связей 3-й и 4-й степени между вторичными захоронениями Магдалененберг 001 и Магдалененберг 013, а также 3 захоронениями Магдалененберг 002, Магдалененберг 011 и Магдалененберг 012, которые по изотопным данным были местными, из районов Магдалененберга и Шварцвальда. А вот в Графенбюле и Хохдорфе ни одно из вторичных захоронений не связано с центральными могилами. Также интересно, что в Графенбюле двое захороненных во вторичном двойном захоронении, взрослая женщина Графенбюль 002 и мальчик Графенбюль 003, помимо отсутствия родства с центральным захоронением, даже не были родственны друг другу, что, возможно, указывает на случай воспитания усыновления, но точно установить затруднительно. В целом, в выборке из исследования мужчины и женщины демонстрируют схожие значения стабильных изотопов стронция и кислорода, что контрастирует с миграциями в Южной Германии раннего и среднего бронзового века, где было обнаружено значительно больше неместных женщин, чем мужчин. Помимо этого, не было выявлено связи погребального инвентаря с происхождением людей, как по ДНК, так и по изотопным показателям. То есть наличие неместных артефактов из Северной Италии и юго-восточной части Альп, которые присутствовали в 6 из 16 погребений Магдалененберга, не сочеталось с происхождением захороненного, и, следовательно, такой погребальный инвентарь не является надежным маркером южноевропейского происхождения в кельтской популяции Магдалененберга. Близкородственные связи. В работе авторы также проанализировали людей на наличие протяженных участков гомозиготности, которые указывают на близкое биологическое родство родителей. И несмотря на небольшую выборку в 30 человек, такие участки были обнаружены у взрослой женщины Магдалененберга, Магдалененберг 004 и у ребенка из Графенбюля,
Графенбюль 003. Протяженность участков указывает на то, что их родители могли быть двоюродными братом и сестрой. При этом наличие в такой небольшой выборке двух случаев близкородственной связи может указывать на то, что кровное родство было более распространенным среди гальштадтской элиты на юго-западе Германии, чем в других древних обществах, о которых свидетельствуют археогенетические данные. Возникновение и изменение генофонда популяций западной области гальштадтской культуры. В работе авторы сравнили полногеномные данные представителей раннего Железного века с современными людьми, преимущественно из европейских популяций. На графике анализа главных компонент видно, что представители Железного века генетически отличаются от современных немцев и смещены в сторону современных французов и других жителей Южной Европы. Представители западной гальштадтской культуры занимают промежуточное положение между образцами Железного века из современной Франции и Чехии и образцами Среднего бронзового века из долины реки Лех в Баварии, в пределах разнообразия современных французов. Здесь еще раз хочу напомнить про адекватное восприятие метода главных компонент. От союза немца с француженкой кельты не получатся, но их дети будут на графике рядом с древними жителями Германии. Отличия представителей кельтов и современных жителей Германии подтверждаются и другими методами, как на уровне популяций, так и на уровне отдельно взятых людей. При этом родство между представителями гальштадтской культуры из Южной Германии и жителями с территории современной Франции бронзового и железного веков являются частью более широкого непрерывного генетического сходства от Пиренейского полуострова до Балкан, благодаря общей предковой генетической компоненте, показано зеленым цветом на графике. Генофонд людей этой значительной части Европы характеризуется общим демографическим процессом, который отражен в пропорциях предковых компонент. В частности, со времен культуры колоколовидных кубков позднего неолита заметно увеличение предковых компонент ранних европейских земледельцев и сокращение компонент скотоводов в древней степи, характерных для представителей Ямной и Полтавкинской культур, что, вероятно, произошло благодаря постоянному смешению со существующими группами из других регионов, преимущественно из Южной Европы, у которых было меньше вклада от степных популяций, что совпадает и с археологическими данными, указывающими на активизацию культурного обмена, особенно в период культуры полей погребальных урн позднего бронзового века, предшественницы гальштадтской культуры. Датировки этой примеси попадают в этот диапазон и указывают на продолжающееся смешение, а не на краткосрочный импульс. Авторы смоделировали генофонд представителей гальштадтской культуры как смесь жителей долины Лех Южной Германии раннего бронзового века с представителями популяции Юго-Западной Европы, особенно с Пиренейского полуострова и Италии. Не обошлось без исключений. Так, женщина Магдалененберг 004 и мужчина Магдалененберг 016 из вторичных захоронений Магдалененберга продемонстрировали южноевропейское происхождение, а пожилой мужчина Альтебурга, Альтебург 001, получил большую часть своей родословной из более северных европейских источников, наиболее тесно связанных с населением Нидерландов и Саксонии-Анхальт, бронзового и железного веков, что согласуется и с изотопными данными. Миграция людей с большей долей североевропейского происхождения в латенский период также можно наблюдать и в опубликованных данных из соседней Чехии, где было выявлено ранее неописанное разнообразие генофонда в зависимости от предковых компонент североевропейского происхождения из соседних регионов, от гальштадтского периода к латенскому. На юге Германии, в Баден-Вюртемберге и Баварии увеличивающийся приток людей с севера Европы приводит к значительному генетическому обмену между Железным веком и ранним Средневековьем. Этот обмен выражен в резком сокращении предковых компонент ранних европейских земледельцев и в существенном увеличении степной родословной. То есть после притока родословной ранних европейских земледельцев с уменьшением степной родословной начался обратный процесс. Поэтому популяции гальштадтского периода продемонстрировали наибольшую близость к современным французам, испанцам и бельгийцам. А ранние средневековые жители Южной Германии, как алеманы и баварцы, демонстрируют наибольшее сходство с современными датчанами, северными немцами, голландцами и скандинавами,
и генетически неотличима от населения Железного века и Средневековья Северной Германии и Скандинавии. Авторы работы аргументированно утверждают, что это результат значительного притока генов из указанных регионов, как следует из анализа примесей. В северных регионах Германии, Саксонии-Анхальт, Нижней Саксонии, Мекленбурге Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейне процессы формирования генофонда сильно отличались от таковых в Южной Германии. В то время как население Бронзового и Железного веков на севере также получило дополнительную родословную ранних европейских земледельцев, она была значительно меньше, чем та, что попала в Южную Германию, образуя генофонд, обогащенный предковыми компонентами, связанными со степью, схожий с генофондом современных популяций Дании, Швеции и Норвегии. А миграция из Северной Германии привела к тому, что в Южную Германию попало меньше предковых линий ранних европейских земледельцев, что привело к увеличению среднего числа североевропейских предковых линий с 2,8% в Железном веке до 62,5% в раннем Средневековье, а также к появлению новых отцовских линий в виде гаплогрупп Y-хромосомы I1M253, наиболее характерных для популяций Скандинавии и Северо-Западной Европы. Хотя исследователи не смогли точно датировать эту миграцию, данные о римлянах и популяциях позднего Железного века из Баварии и Тюрингии указывают на то, что часть генофонда раннего Железного века в Южной Германии не менялась до IV или V веков нашей эры. При этом среднее значение вклада от популяции Северной Европы в этих выборках не превышало 8%. А в целом эти отличающиеся траектории движения людей, вызвавшие изменения в генофонде, по-видимому, являются частью более масштабных миграций, повлиявших на пропорции предковых линий североевропейского происхождения у раннесредневековых жителей Англии, Венгрии, Италии и Испании. Большинство современных немцев попадает в промежуток между представителями гальштатской культуры и раннесредневековыми группами из Южной Германии, что указывает на очередной приток людей с большим вкладом от ранних европейских земледельцев, особенно на юг Германии. На это также указывают однородительские маркеры в виде гаплогрупп Y-хромосомы. У носителей гальштатской культуры преобладают линии R1b M269 и G2A P303, причем на субкладу G2A L497 приходится 37% гаплотипов в выборке. Примечательно, что мужчины с гаплогруппой G2A L497, как Магдалененберг 017, Магдалененберг 016 и Хохдорф 004, по аутосомному геному имеют значительно больший южноевропейский вклад, чем носители линий R1b M269, как Хохдорф 001, Графенбюль 001 и Магдалененберг 003. Хотя G2A чрезвычайно редка в современной Европе к северу от Альп, G2A L497 по-прежнему встречается в западных районах распространения гальштатской культуры, связанной с кельтскими племенами, а именно в Восточной Франции, Южной Германии, Швейцарии и Северной Италии, что является дополнительным свидетельством восстановления родословной, схожей с таковой у носителей гальштатской культуры Железного века в этих регионах. А большинство современных немцев можно смоделировать как трехстороннюю смесь, в составе которой 54,5% от групп южной части современной Германии раннего Железного века, 33,8% популяции Северной Германии римского периода и 11,7% дополнительного вклада, представленного в моделях популяциями Латвии Бронзового века. Этот поток генов был после первоначального события смешения и потенциально связан со средневековой миграцией славяноязычных популяций в Восточную Германию. Обсуждение и выводы. Наследование власти описывается как один из ключевых аспектов ранних исторически сложившихся обществ по всему миру, но факт передачи статуса по наследству трудно доказать только с помощью археологических данных. В описываемой научной работе авторы объединили однородительские и аутосомные данные и смогли доказать тесную биологическую связь дядя-племянник между двумя центральными княжескими захоронениями Хохдорфа, Хохдорф 001 и Графенбюля, Графенбюль 001. Этот наиболее вероятный сценарий родства
соответствует более поздним римским историческим свидетельствам, описывающим практику авункулата среди ранних кельтов V или IV века до нашей эры. Сейчас будет понятно, что под этим термином подразумевается. В наше время матрилинейно организованные общества представляют лишь 12-17% населения мира, а большинство обществ организовано на основе патрилинейной системы родства, что также очевидно из исследований древней ДНК из сообществ неолита и бронзового века Европы. Все же известны примеры доисторических обществ, где наследование власти передавалось по женской линии, из поколения в поколение, как в Этрурии и Древнем Риме, к примеру. Показано, что авункулат возникает в популяциях, в которых распространены внебрачные связи или уверенность в отцовстве низка, так что мужчины, скорее всего, генетически более тесно связаны с детьми своих сестер, чем с детьми своих собственных жен, что в конечном итоге способствует инвестированию в детей сестер. В этом контексте показательно рожденные от союзов между двоюродными братьями и сестрами взрослая женщина из Магдалиненберга, Магдалиненберг 004, и ребенок из Графенбюля, Графенбюль 003. Согласно данным древней ДНК, потомки от союзов между двоюродными братьями и сестрами встречаются довольно редко, с частотой менее 3%. Тем не менее, авторы подчеркивают, что эта система наследования может быть ограничена южной частью Германии и не распространяться на остальную территорию гальштадтской культуры. Кроме того, могут существовать различия между элитой и более широкими слоями населения. Недавние генетические данные, полученные от захороненных в курганном могильнике раннего Железного века Долгеньиеве, Словении, не согласуются ни со строго матрилинейной, ни с патрилинейной структурой родства между захороненными и могут указывать на более сложную систему наследования как по мужской, так и по женской линиям, которая потенциально также включала усыновление или воспитание. Здесь можно отметить захороненных в Графенбюле во вторичном двойном захоронении, а именно взрослую женщину Графенбюль 002 и мальчика Графенбюль 003, которые не были родственно связаны как с погребенным в центральном захоронении, так и между собой, что совместно с данными изотопов стронция может представлять собой пример воспитания усыновления. В письменных источниках также описывается воспитание неродных детей среди континентальной и островной кельтской элиты. Помимо этого были представлены дополнительные доказательства родственных связей разной степени между людьми из Магдалиненберга, Магдалиненберг 017, Хохдорфа, Хохдорф 001 и Графенбюля, Графенбюль 001. Такие связи на расстоянии более 100 километров и временном интервале до 140 лет свидетельствуют о высокой степени социальной сложности и формировании иерархии регионального масштаба. В целом, изотопные данные захороненных в Магдалиненберге указывают на высокую мобильность по всему континенту в течение их жизни и могут свидетельствовать о наличии структур брачных союзов и опеки, которые связывали отдельные центры кельтской элиты и формировали широкие и устойчивые социально-экономические сети. Ранняя кельтская элита, сформировавшая эти сети, возникла в результате длительного популяционно-генетического процесса, выраженного в постоянном смешении со существовавшими группами в Южной Европе, у которых был меньший вклад от степных популяций бронзового века. Здесь авторы акцентируют внимание на том, что по результатам генетического анализа взрослого мужчины из самой ранней в регионе центральной могилы Магдалиненберга, Магдалиненберг 017, датируемого 616 годом до нашей эры, а также его родственников 5 и 6 степени, Хохдорф 004, Магдалиненберг 016, их происхождение связано с регионами к югу от Альп, что может свидетельствовать о ведущей роли этой связи в первоначальном формировании ранних кельтских популяций гальштадтской культуры. Связи с регионами к югу от Альп сохранялись на протяжении веков и в материальной культуре, включая погребальный инвентарь. Однако эти сложные политические структуры распались в V и IV веках до нашей эры. Люди, генетически отличающиеся от основной массы кельтов из этого и ранее опубликованных исследований, свидетельствуют о том, что впоследствии в разгар кельтских миграций в IV и III веках до нашей эры мигрировали не только кельты, но и, по крайней мере, ограниченное число людей из северной части Центральной Европы,
которые, возможно, были связаны с такими древнегерманскими племенами, как кимвры и тевтоны. Исторические и археологические данные указывают на то, что формирование культур и популяций в юго-западной Германии было изменчивым по времени, особенно в III-I веках до нашей эры. Если от бронзового к железному веку в Южной Германии наблюдается относительная генетическая преемственность на протяжении 2000 лет, то в эпоху поздней античности и раннего средневековья наблюдается резкое увеличение степной родословной. С точки зрения популяционной генетики, это согласуется с прибытием германоязычных племен из Северной Германии или Дании в период миграции, о чем также свидетельствуют надписи на памятниках VI-VII веков в Баден-Вюртемберге и Баварии. А я на этом надеюсь, что не прощаюсь, и прошу помочь развитию канала. Даже незначительный вклад поможет мне не отвлекаться на подработки и сконцентрировать внимание на ведении и развитии канала. Также напомню, что по договоренности можно стать спонсором выпуска и предложить темы для следующих роликов, естественно, без вмешательства в результаты исследований.